В один из холодных январских дней, когда снег мягко укрывал землю, а воздух наполнялся свежестью, поезд под управлением опытного машиниста Виктора мчался по рельсам, протянувшимся через зимний лес. В этом мире звуков и панорам железной дороги Виктор всегда чувствовал себя на своем месте и каждый день проходил как в тумане от рутинных забот. Но сегодня что-то происходило. На перегоне у полстанции его внимание привлекла крошечная фигура, лежащая на рельсах. Виктор прищурился и, нахмурив брови, узнал в ней небольшую кошку. Она не шевелилась, и это встревожило его. Он резко повернулся к помощнику Арсению. «Стоп! Экстренная остановка!» — крикнул он и, сжимая ручку управления, задействовал тормоза. Поезд захрустел, и ему удалось остановить его за десяток метров от бедного создания. Виктор спрыгнул с локомотива и помчался к кошке, ощущая, как в груди нарастает тревога. Кошка лежала на рельсах, ее маленькое тельце дрожало от холода. Виктор опустился на одно колено, стараясь не испугать ее. Она смотрела на него своими большими зелеными глазами, спокойными и полными страха. Он вспомнил свою старую кошку Плюшу, ее преданность и веру в него. Плюша всегда знала, когда ему грустно, и приходила, чтобы утешить. Кошка была худой, но, к счастью, не ранена. Виктор осмотрел ее, заметив, как шерсть ее искрилась от мороза. Приняв решение, он вспомнил слова матери о том, что доброта всегда должна быть в сердце. «Привет, друг», – прошептал он, протянув руку к кошке. Она не отшатнулась, и это вселило в него надежду. «Ты не одна, я здесь». Виктор аккуратно взял ее на руки. Она не сопротивлялась, а только свернулась клубком, стараясь согреться. Свой выбор она отдала ему, и эта связь была невероятной. «Как же тебя зовут?» – спросил Виктор, глядя на медальон, болтающийся на ее шее. На нем был написан адрес: улица Привокзальная, дом 12. Виктор решил, что не будет оставлять ее на рельсах и обязательно найдет ее дом. С этими мыслями он сообщил Арсению о задержке поезда. Когда они прибыли к заброшенному дому, первое, что бросалось в глаза, это заколоченные окна и запущенный сад. По указанию адреса Виктор постучал в дверь соседки. Старая женщина Людмила приоткрыла ее, и ее глаза наполнились любопытством. «Это кошка из дома Зинаиды», – произнесла она, показывая на свою заплаканную соседку. «Зинаида умерла 3 месяца назад. Кошка всегда ждала ее», – добавила Людмила с грустью в голосе. Слова Людмилы накрыли Виктора словно холодная волна. Кошка, добрая и верная, ждала свою хозяйку даже после ее смерти. Он чувствовал, как его сердце наполняется печалью за это маленькое создание, которое не знало, что Зинаида больше не придет. Вернувшись к Арсению, он передал кошку ему, велев укутать ее в одеяло. Поезд тронулся, но в мыслях Виктора уже не было рутины. Он думал о кошке, о Зинаиде, о том, как их жизни были связаны, и как эта история заставила его остановиться. Пара дней прошла, и, приняв решение выяснить больше о кошке и ее покойной хозяйке, Виктор вернулся в поселок с официальным письмом от депо. Он надеялся узнать больше о Зинаиде и ее жизни, которой она жила вместе с железной дорогой. Когда он вновь вошел в дом по адресу Привокзальная, 12, тишина наполнила помещение. Он заметил старый диван, заколоченные окна, столик с кружевной салфеткой и полку с книгами о железной дороге, которые стояли как немые свидетели жизни, когда-то наполненной радостью и горем. На стенах висели выцветшие фотографии Зинаида с кем-то, по-видимому, любимым. Виктор отметил, что она смотрела на своего спутника с нежностью. Это был человек по имени Иван. Каждое мгновение, проведенное в этом доме, пропитывало воздух духом минувших дней. Украдкой заглянув в один из углов, он нашел потрепанный дневник Зинаиды, который вызывал у него странное чувство. Словно жизнь самой Зинаиды смотрела на него с каждой страницы. Открыв дневник, он наткнулся на последние записи о кошке Плюша. Зинаида писала, что Плюша каждый день в 15:40 убегала к путям и сидела там до темноты, как будто ожидала кого-то.
Каждое слово подтверждало его предположение о том, что кошка искала свою любимую хозяйку, сохраняя в сердце надежду. Имя Ивана всплыло в его памяти, и Виктор ощутил резкую тоску. Он продолжал читать и понимал, что эти строки были полны трагедии, о любви и надежде, о нежности и потере. Он закрыл дневник, охваченный размышлениями. Вспомнив слова своей матери о том, что животные помнят то, что мы забываем, Виктор решил узнать больше о Зинаиде и ее ушедшем любимом, чтобы помочь Плюше, самой доброй кошке, которую он когда-либо встречал. Он чувствовал, что шансы еще есть, и благодаря воспоминаниям они могли вернуть жизнь. Следующим шагом стало посещение архива станции, где его встретил Владимир Петрович, пожилой работник, который порой вспоминал о старых днях с ностальгией. Виктор поделился своей находкой – история Зинаиды и Плюши. «Да, такие истории встречаются нередко», – заговорил Владимир Петрович, листая документы. Зинаида была диспетчером, а ее любимый Иван был машинистом. Он показал Виктору папку с отчетами об аварии, произошедшей 14 февраля 2010 года. Ивана Васильева не стало в результате ужасной трагедии. Зинаида уже несколько лет была в депрессии, она всегда винила себя в том, что не смогла его спасти. В глазах Владимира Петровича царила печаль, когда он вспоминал их историю. Владимир Петрович протянул Виктору пожелтевшую фотографию, где Зинаида и Иван смотрят друг на друга, полные счастья, и он явно чувствовал, что они собирались пожениться. Но, увы, судьба распорядилась иначе, не дав им возможности начать совместную жизнь. Эта грусть тянулась, словно цепочка из незабвенных воспоминаний. После аварии Зинаида сильно изменилась. Ее разум начал путаться, и она продолжала приходить к путям каждый день. Хотя Плюша всегда была с ней, кошка стала ее единственным источником утешения, единственной связью с прошлым. Вернувшись к Людмиле, чтобы глубже изучить жизнь Зинаиды, Виктор не мог не чувствовать, как время тает, обнажая заброшенные душевные травмы. Людмила подтвердила, что Зинаида постоянно жила в чувстве вины, и ее деменция лишь усугубляла эту печаль. Каждый день она выходила на улицу, а Плюша ждала ее, как всегда. Людмила рассказала, что даже после смерти Зинаиды Плюша продолжала приходить к путям, ожидая. Каждый раз Виктор ощущал, как эта связь между женщиной и кошкой пронизывает его. Он понимал, Плюша хранит память о Зинаиде и ее любви. Внутренний конфликт не оставлял Виктора. Он прочувствовал, что не может бросить историю Плюши в забвение. С каждым новым открытием он понимал, что это также его история. Он поблагодарил Людмилу и вернулся к Плюше, которая жила в его сердце. Стоя с ней на руках, он вспомнил слова матери о том, как любовь остается в памяти. Плюша стала для него символом памяти о Зинаиде и Иване. Он решил стать хранителем этой истории, поскольку именно это дало бы смысл его жизни. История Зинаиды и Ивана не оставляла Виктора. Она перекликалась с его собственной жизнью, наполняя его желание научиться любить и помнить. Так как Плюша стала ключом к пониманию этой истории, он решил устроить особенный рейс, чтобы отпраздновать ее жизнь. Виктор попросил диспетчера оформить остановку на перегоне, объясняя необходимость остановиться, чтобы понять, ради чего он движется. Мысли о Плюше всколыхнули его, и это было как никогда важно. Как только поезд остановился, он вышел на станцию и увидел Плюшу, сидящую у рельсов. Ее глаза искрились надеждой и тоской. Кошка прыгнула ему на колени, словно выражая благодарность за то, что он пережил. Плюша выбрала его. Этот выбор стал даром для Виктора. Он понял, что жизнь не только в труде, но и в том, чтобы останавливать мир, чтобы помочь тем, кто этого нуждается. Он был, сам того не ведая, стал частью этой маленькой, но глубокой истории. Виктор взял Плюшу с собой, и она стала его домом и новой семьей. Каждый день она смотрела на рельсы, ожидая чего-то большего, но с надеждой на светлое будущее. Когда Виктор вернулся домой, его жена Лилия прослезилась, узнав историю Плюши.
Соседи тоже полюбили ее и активно поддерживали в жизни, мечтая о том, чтобы маленькая кошка вновь обрела счастье. Старая женщина в поселении подтвердила, что Зинаида верила в особенную природу Плюши. Это осознание укрепило Виктора, позволив ему понять, что Плюша действительно искренне особенная. Вечерами Виктор все чаще разговаривал с Плюшей, объясняя ей простые вещи о любви. О том, что любовь не умирает, а просто становится тише, как будто какой-то другой момент. Вместе они ждали, в тепле любви, ощущая, как память живет в них. С приходом весны в поселке снег начал таять, обнажая землю, и Виктор с удовольствием наблюдал, как Плюша сидит на подоконнике, радуясь каждому лучику солнца. Тихое счастье наполнило его сердце, и он понимал, что жизнь – это не только рутинные дела, но и моменты, когда нужно остановиться и вспомнить о любви. Теперь она была с Виктором, кошка, которая когда-то ждала у путей, была его спутницей в жизни. Лилия, его жена, приняла Плюшу и начала вязать для нее подстилки, создавая атмосферу уюта. Несмотря на то, что Плюша оставляла в себе следы памяти о Зинаиде и Иване, теперь она обретала новый дом с Виктором и его семьей.